в этом ролике. Называется ОМАД или ОППВД. Что это и чем он полезен? Мы жили в пещерах, у нас не было мешков сахара у кровати, как сейчас. Представим сутки. Вы ложитесь спать и 7-8 часов вы не едите. Потом утром вы не завтракаете. Почему-то все верят в этот стереотип, что завтрак это самый важный прием пищи. Это не так. На здоровом кето. Кето-диету. Кето. Да, именно об этой диете я и говорил в прошлом ролике о фоновой активности. Кстати, если ты его еще не видел, то иди быстренько смотри и возвращайся к нам. Там достаточно важная информация, поэтому всем рекомендую его посмотреть. И иногда даже пересматривать, чтобы информация устаканилась. Но в этом ролике речь пойдет просто о разорвавшей интернет-диете. Кето-диете. Кто уже более-менее знает о ней, знает и о том, что в этом ролике слово кето и кетоны будут преобладать довольно-таки часто. Именно поэтому, кто первый напишет в комментариях, сколько слов за ролик с корнем кето я употребил, того я запишу в таблицу. В этой таблице будут различные активные участники канала, которые в будущем, а точнее когда их наберется 10 человек, получат уникальный доступ к тому, о чем я пока не буду говорить. Пусть для вас это останется небольшим секретом. А мы переходим к основной теме сегодняшнего ролика. Кето-диета. Вообще что это? Давайте дадим этому определение. Кето-диета – это диета, в которой преобладают жиры. На втором месте по количеству идут белки и клетчатка в виде зеленых овощей. И всего лишь 5% от рациона – это не больше 30 грамм углеводов в день. И сейчас многие скажут, как? Такое количество жиров? И как худеть на такой диете? А я отвечу. Очень просто. Кето-диета – это такая диета, при которой мы сокращаем количество углеводов и тем более сахаров, чтобы добиться перехода организма от более грязного топлива к менее грязному. Другими словами, от глюкозы, топлива, которое вырабатывается из сахаров и углеводов, к кетонам, топливо с меньшим количеством отходов, которое вырабатывается из жиров. В чем прелесть кетонов по отношению к глюкозе? Кетоны могут питать все участки тела, в том числе и травмированные, а глюкоза так не может. Также наши тела обожают кетоны. Наши предки долго находились без еды, на той же охоте. И к тому же не было такого объема рафинированных углеводов. Мы жили в пещерах, у нас не было мешков сахара у кровати, как сейчас. Поэтому тела предков привыкли к кетонам. Мы тоже можем использовать это более чистое топливо. Но наши тела приостановили эту способность тела, ведь появилась глюкоза в больших количествах, особенно в течение последних 2-3 сотен лет. Например, мозг – это самый затратный орган по количеству энергии. При выборе между кетонами и глюкозой он будет выбирать кетоны. Тогда кто-то из вас спросит, а зачем же тогда диета нужна, если организм по обычным установкам будет выбирать кетоны вместо глюкозы? А я отвечу. Все дело в том, что среднестатистический человек употребляет слишком много сахара и углеводов, от 20-30 чайных ложек в день и даже больше. А организму нужно не более 2-3 для поддержания своего физического состояния. Поэтому организм вынужден выбирать глюкозу. Даже ради интереса, в следующий раз, когда будете в магазине, выберите наобум какой-нибудь съедобный товар. С 80% вероятностью в составе данного продукта будет содержаться сахар или скрытые сахара. Конечно, если вы не в овощном отделе, но там свои прелести, об этом чуть позже. Вследствие такого количества сахара и углеводов поднимается уровень инсулина. Это жирозапасающий гормон. Он работает в совокупности с тестостероном, и поднимается он с каждым приемом пищи. Но вся прелесть в том, что он поднимается не от всех составляющих нашей диеты, а только от углеводов и белков. Но белков в нашем рационе не так уж и много, и они нам нужны для сохранения мышц в организме. От клетчатки и жиров инсулин не поднимается. Кето-диета нацелена на то, чтобы перестроить организм на другое топливо, с меньшим числом отходов и активнее использовать жировые запасы в качестве энергии. Кето-диета в самом начале должна составлять 20-25% белков, 70-75% жиров и только 5% углеводов. Клетчатки нет в данном процентном соотношении, так как мы можем есть ее сколько захотим. Потом, когда вы освоитесь, вы можете попробовать сами подрегулировать свое питание, в зависимости от вашей цели. Набрать вес или просто поддерживать его на одном уровне и иметь здоровое тело. И в том случае вам пригодится интервальное голодание раз в неделю или длительное голодание раз в месяц. Что это такое? В прошлом ролике в отдельном блоке я рассказывал о разнице между голоданием и морением организма голодом. У нас именно голодание. Так вот, оно очень хорошо может помочь вам войти в кетоз. Предположим, вы обычный человек, едите 3 раза в день с перекусами.
Наша цель – это или 2 раза в день, или 1 раз в день без перекусов. Если вы новичок, то сначала попытайтесь убрать перекусы. Потом через недельку, если все будет хорошо, оставьте только 2 приема пищи. И создайте окно, в которое вы будете есть. Примеры таких окон – это 16/8 или 20/4. То есть 16 часов вы голодаете, а оставшиеся 8 вы можете есть. Но без перекусов. Только 2 приема пищи. 20/4 – это для тех, кто уже привык, или для тех, у кого легко получается не есть в отведенное время. Представим сутки. Вы ложитесь спать, и 7-8 часов вы не едите. Потом утром вы не завтракаете. Почему-то все верят в этот стереотип, что завтрак – это самый важный прием пищи. Это не так. Когда вы просыпаетесь и сразу идете есть, у вас подскакивает инсулин, и кровь от мозга идет к желудку. А в это время большинство на работах, в школах и так далее. И вам тяжело принимать различные решения. Самое лучшее, что вы можете сделать, это поесть на ночь. В это время как раз таки проходит отток крови к желудку, и мозг отдыхает всю ночь, как ему и положено по природе. А на утро попробуйте пропустить завтрак, дотянуть до часу дня или до 15:00 и как раз поесть в это окно. Есть еще одна схема питания. Называется АМАД или ОППВД. Что это и чем он полезен? Расшифровывается как One Meal a Day, то бишь 1 прием пищи в день. Это схема для тех, кто уже давно на кето-диете с интервальным голоданием. Эта схема очень хорошо действует на организм. С помощью нее вы запускаете кетоз и процесс аутофагии. Что это за процесс? Аутофагия – это процесс, при котором клетки избавляются от различных повреждений, перерабатывают разрушенные белки и создают новые, которые могут использоваться для нужд организма. Этот процесс называют натуральным омоложением, и запускается он только после 18 часов голодания. И чем больше вы голодаете, тем активнее организм его включает. Только представьте, не покупать различные крема и смеси, а бесплатно и натурально омолаживать тело. И к тому же худеть. Это ли не мечта? Это было обычное интервальное голодание. Теперь поговорим о длительном, которое я рекомендую не более 1 раза в месяц. Понятно, что название такого голодания говорит само за себя. Оно идет от 3 до 5 дней без еды, только вода с витаминами. Некоторые его проводят гораздо дольше, но я бы не стал пробовать. Такого количества времени без еды вполне хватает. Самое важное в длительном интервальном голодании – это принимать витамины. Иначе это будет не длительное голодание, а морение организма голодом. В этом ролике я о них рассказал. Рассказал также о том, какие привычки можно добавить в свою повседневную жизнь, чтобы стать лучшей версией себя. Допустим, мы разобрались с тем, как войти в кетоз. Мы выбрали подходящую схему интервального голодания, что же есть на кето-диете. И сейчас следует уточнить, что все это время мы говорили именно о здоровом кето. В обычной кето-диете тоже много жиров, но они плохие. Это готовая выпечка по типу пиц, чипс, кексов, также пальмовое и рапсовые масла, маргарин, насыщенные масла. А в нашем здоровом кето преобладают жирные кислоты омега-3, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры. Еда на кето может быть разнообразной, но основной состав должен включать не менее 5-7 стаканов зелени в день, яйца и мясо травяного откорма, если такое найдете. Лосось очень полезен, так как в его составе много омега-3 жирных кислот. Но вы можете принимать их как добавку или заменить на другой продукт с их содержанием. Также очень полезна квашеная капуста и морская капуста. Помимо этого, можно есть орехи и ягоды, но не в больших количествах. Это как-никак диета. Бразильские орехи 3 штучки в первый прием пищи хорошо заходят. Оливки, авокадо, сливочное масло, сыры. Я ем очень много сыра. Для любителей кофе по утрам его можно. Но добавляйте масло MCT, 1-2 столовых ложки. Так вы сможете дольше продержаться без еды в течение дня. Если вы любите салаты, то как раз эти 5-7 стаканов зелени вы можете употреблять в салатах, заправляя оливковым маслом. Это очень полезно. Еще я советую разбавить столовую ложку яблочного уксуса в стакане воды и выпить. Это поможет пищеварению и нормализации сахара крови. Не обязательно пить это перед едой. Это можно выпить, когда вы голодаете. Этот напиток дает энергию и ускоряет снижение инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность – это избыток сахара в крови. То, от чего мы нацелены избавиться в самом начале. Если вы утром обязательно должны что-то съесть, то попробуйте витграсс или сок витграсса в порошке. Размешивать в теплой, важно не в горячей воде, и пить это. Этот напиток совсем не горький.
Он тоже придает энергию в течение дня, потому что содержит витамины группы В. К тому же можно отнести воду с лимоном. Лимонная кислота немного повышает инсулин, но это не страшно. Еще было бы правильным отметить тот факт, что витамины на повседневной основе тоже было бы славно принимать. Тот же витамин D3, который в дефиците у многих, из-за чего у нас в стране так много людей с депрессией, особенно зимой. Это все недостаток витамина D3, а нам рекомендуют ходить к психологам. На самом деле большинство проблем можно решить с помощью питания. Поэтому держите свой организм в балансе макро- и микроэлементов, а мы теперь поговорим о том, что не нужно употреблять в пищу на кето-диете. Не следует употреблять фрукты. Как я уже сказал, все рафинированные продукты, трансжиры, это маргарин, обезжиренные продукты, не считая клетчатку. Нельзя злаковые, хлеба и в принципе мучное. Молоко в больших количествах и бобовое. Также не стоит принимать в пищу крахмал и крахмалистые овощи. Конечно же, нельзя алкоголь и энергетики. Сегодня мы говорили о том, что такое кето-диета. Разобрали, как войти в кетоз и стать более энергичным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение насчет данной диеты в комментариях. Также задавайте вопросы, если они у вас есть. А я откланялся, ушел. Всем удачи и всем пока!